Гекконы очень интересные существа. Они способны лазить по отвесным поверхностям и, как правило, не боятся людей. Но не стоит их провоцировать, поскольку даже эти маленькие существа способны постоять за себя. Они могут напасть и покусать. Но в последнее время они стали объектом научных исследований, и вот почему. Известно, что гекконы восстанавливают свой потерянный хвост в течение 30 дней, что быстрее, чем это делает любая другая рептилия. Ученые намереваются изучить механизм регенерации хвоста, чтобы это можно было применить на человеке, например, при травмах спинного мозга. Эти рептилии могут восстанавливать многие ткани своего организма, что делает их идеальными моделями для исследования в качестве биологических источников заживления ран и регенерации тканей, говорит канадский профессор. Не стоит забывать, что эксперты в новом исследовании также заметили невероятные возможности их конечностей, состоящие из сотен миллионов крошечных волос, которые помогают им удерживаться на любой поверхности. Это также может помочь создать сверхмощные клеи. С научной точки зрения гекконы очень интересны. Опасны ли для человека укусы гекконов? Если геккон прокусил кожу, рану нужно сразу же тщательно промыть обильным количеством теплой воды и антибактериальным мылом. Затем рану можно покрыть антибиотической мазью и повязкой. Большие гекконы из-за их размера могут нанести глубокую болезненную рану. Например, самый большой вид геккона, геккон токи, может быть легко спровоцирован и укусить. В большинстве случаев он цепляется очень крепко, и это приводит к довольно неприятному укусу. У диких гекконов их полости рта могут быть разные виды бактерий. Вам не нужно беспокоиться о бешенстве, потому что эти рептилии не являются переносчиками этого вируса, который заразителен для людей. Однако они могут переносить потенциально опасные бактерии, простейшие или же реже патогенные грибы, которые могут передаваться человеку через укус, когда прокусывается кожа. Если у вас возникли проблемы с укусом, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Большинство укусов безвредны, но у детей не полностью сформирована иммунная система, поэтому они не могут бороться с некоторыми инфекциями. Гекконы могут постоять за себя, и вот один из случаев, когда геккон смог избежать смерти во время встречи с ядовитой змеей. На видео, снятом 18 сентября 2017 года в Бангкоке, видно обыкновенную украшенную змею, которая обвернулась вокруг геккона токи, изначально выглядящим неподвижным и близким к смерти. Змея кусает геккона, чтобы ввести яд, и после проглотить его целиком. Но в это время змея на мгновение ослабляет хватку, и потенциальная жертва умудряется убежать. Змея пытается преследовать геккона, но после отказывается от этой попытки. Ящерица была немного мудрее змеи и вырвалась на свободу, когда ее противник не смотрел. У нее не хватило времени съесть ее, сказал 35-летний Тонг Фуллер, снявший этот ролик. Еще один случай произошел в декабре 2018 года с Дэвидом Дойлом из Брисбена, который умер после того, как на вечеринке съел ящерицу. Сообщалось, что беспечный отец, который умер после того, как съел геккона на спор, также с ящерицей съел ленточного червя. Спустя несколько дней после того, как он съел ее, 34-летнего мужчину рвало зеленой желчью, а его яички распухли до размеров грейпфруктов. Желудок отца 3 детей сильно раздулся, после чего он умер в абсолютной агонии. Хотя сальмонелла была обвинена в его смерти, таксономист доктор Дайан Бартон предположила, что было что-то еще и другое. Азиатский специалист по паразитам гекконов сказал, что ленточный червь спирометра мог уничтожить молодого папу. Спирометр обитает в змеях, лягушках и гекконах и попадает в млекопитающих, таких как кошки и колы, и нападает и растет, сказала она. Эти конкретные паразиты являются проблемой. На протяжении своего жизненного цикла они бродят по хозяину, проходят через ткани и теряются, пытаясь найти путь к легким, и попадают в защитные слои головного и спинного мозга. 11 декабря, менее чем через 2 недели после вечеринки, Дойл скончался на операции. Его семья сказала,
что он в основном сгнил изнутри. Так что давайте будем дружить с гекконами, с этими занимательными ящерицами, которые не представляют для нас никакой угрозы, если вы только не собираетесь получить от них укус или проглотить на спор.